Канал Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко-Фарион». Разбор судебных заседаний 25-26 июня 2025 года. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И это видео опять посвящено разбору одного из самых резонансных уголовных дел современности. Дело об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. Вчера в прямых эфирах были некоторые сбои, поэтому я повторю целостной записью то, что я говорил вчера, и, может быть, там возникали какие-то технические проблемы. Поэтому вперед! Разберем события судебных заседаний, которые прошли 25 и 26 июня 2025 года. Проведем юридический анализ ключевых моментов, которые вызывают вопросы у защиты, у обвинения и у общественности. Это дело привлекает огромное внимание, и как юрист я считаю своим долгом осветить его с профессиональной точки зрения, опираясь на факты, доказательства и нормы права. Мы разберем, что произошло в суде, какие доводы выдвигает сторона обвинения, какие ошибки допускаются, в том числе и обвиняемым, и стороной защиты, и почему, на мой взгляд, версия следствия выглядит крайне шаткой. Погрузимся в детали, обсудим юридические аспекты и попробуем понять, что на самом деле стоит за этим делом. Приготовьтесь, будет интересно. И, как всегда, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Для желающих задонатить, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Поехали! Для начала давайте напомним основные факты. Ирина Фарион – известная общественная фигура, чье убийство вызвало широкий общественный резонанс. Вячеслав Зинченко обвиняется в этом тяжком преступлении, и следствие пытается доказать, что он действовал осознанно и с умыслом. Однако, как мы увидим, доказательная база обвинения вызывает множество вопросов. Судебное заседание 25 и 26 июня 2025 года стали важным этапом в этом процессе, поскольку именно в эти дни были представлены новые обстоятельства, включая признание Зинченко о принадлежности телефона и файлов на нем ему самому. Но, как юрист, я сразу обращаю внимание на то, что эти обстоятельства не так однозначны, как их пытается представить сторона обвинения. Давайте разбираться по порядку. Первый ключевой момент, который мы обсудим, это признание Вячеслава Зинченко о том, что изъятый в его квартире телефон принадлежит ему, а файлы на этом устройстве были загружены им самим. С юридической точки зрения это признание имеет определенный вес, но его значение зависит от контекста и доказательной базы. Сторона обвинения утверждает, что файлы на телефоне Зинченко указывают на подготовку преступления. Однако, согласно материалам дела, была проведена экспертиза, лингвистическая, мы ее уже разбирали. И эта лингвистическая экспертиза не выявила в этих файлах ничего предосудительного, что прямо бы свидетельствовало о подготовке убийства или других преступных действий. И это крайне важный момент. В уголовном процессе, согласно статье 75 Уголовного процессуального кодекса Украины, доказательства, полученные в результате экспертизы, имеют приоритетное значение, если они проведены в соответствии с установленными процедурами. Если лингвистическая экспертиза, о которой я упомянул, действительно не нашла в файлах ничего компрометирующего, а это так и есть, то сторона обвинения обязана обосновать, почему она считает
эти файлы все же уликой. Если таких обоснований нет, защита имеет полное право требовать, чтобы результаты экспертизы были оглашены в суде и приобщены к материалам дела. Более того, согласно статье 23 УПК Украины, сторона защиты имеет право предоставлять свои доказательства и требовать их рассмотрения. Если обвинение игнорирует экспертизу, это может быть основанием для заявления о нарушении принципа состязательности сторон. Если обвинение продолжает настаивать на виновности Зинченко, опираясь на файлы, которые не содержат доказательств подготовки преступления, это может быть расценено как попытка манипуляции доказательствами. В практике украинских судов такие действия могут привести к тому, что доказательства будут признаны недопустимыми. Статья 87 УПК. Защите следует обратить на это внимание и, возможно, подать ходатайство о проведении повторной экспертизы, если есть сомнения в объективности первой. Теперь перейдем к другому аспекту. Позиции, что Зинченко, будучи украиноязычным и якобы идейным бандеровцем, не мог совершить убийство Фарион. Эта линия защиты, предложенная предположительно адвокатом Сулеймой, выглядит крайне слабой. Давайте разберем почему. С юридической точки зрения, идеологическая ориентация обвиняемого не является прямым доказательством его невиновности или виновности. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. Утверждение, что Зинченко не мог совершить преступление из-за своих убеждений, не имеет юридической силы, если не подкреплено конкретными фактами. Более того, признание Зинченко, что именно он загружал файлы, в том числе и на русском языке, опровергает тезис об его исключительной украиноязычности и исключительной националистичности. Наличие русскоязычных файлов на телефоне Зинченко не является само по себе доказательством его виновности или невиновности, однако это подрывает позицию защиты, которая пытается представить его как идейного националиста, для которого русский язык якобы неприемлем. В реальной жизни многие украиноязычные граждане используют русский язык для чтения, работы или общения, и это не противоречит их убеждениям. С юридической точки зрения этот факт не имеет прямого отношения к делу, но защите следует отказаться от этой линии, так как она создает негативное впечатление и не добавляет убедительности. Защите стоит сосредоточиться на фактических доказательствах, а не на идеологических аспектах. Например, можно сконцентрировать внимание на отсутствие прямых улик, связывающих Зинченко с убийством, или на процессуальных нарушениях со стороны обвинения. Попытка строить защиту на идеологии лишь ослабляет позицию Зинченко в глазах суда и общественности. Еще один важный момент – это утверждение обвинения, что Зинченко якобы был мастером конспирации, тщательно скрывал свои действия, изучал маршруты, литературу, использовал маскировку и так далее. Но давайте посмотрим на это с юридической точки зрения. Если Зинченко действительно был таким профессиональным конспиратором, как утверждает следствие, то почему он не уничтожил телефон, который по версии обвинения содержит компрометирующие данные? В уголовной практике лица, совершающие тяжкие преступления, часто избавляются от улик, таких как телефоны, сим-карты или электронные кошельки. Зинченко же, однако, этого не сделал. Более того, он использовал этот телефон для повседневных операций, включая оплату в магазинах, что
легко отслеживается. С юридической точки зрения это противоречие ставит под сомнение версию обвинения. Согласно статье 94 УПК Украины, суд оценивает доказательства с точки зрения их достаточности и взаимосвязанности. Если телефон Зинченко не был уничтожен, а в нем не найдено прямых улик подготовки убийства, то версия о его конспиративной деятельности выглядит крайне слабой. Это, как я уже говорил, белые нитки, которыми следствие пытается пришить за Зинченко к делу. Защите следует подать ходатайство о проверке законности изъятия телефона и проведения экспертизы. Если телефон был изъят с нарушением процессуальных норм, например, без ордера на обыск, или с насилием, это может стать основанием для признания его недопустимым доказательством. Статья 87 УПК. Кроме того, защита может запросить данные о движении средств с электронных кошельков, чтобы показать, что они не связаны с преступной деятельностью. Отдельно стоит упомянуть роль прокурора Петлеванова, который, судя по всему, является ключевой фигурой в этом деле. Его попытки представить Зинченко виновным, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, вызывают серьезные вопросы. Как юрист я вижу здесь признаки предвзятости и давления на обвиняемого, что недопустимо в правовом государстве. Согласно статье 2 УПК Украины, одной из задач уголовного судопроизводства является обеспечение объективности и беспристрастности. Если следствие игнорирует результаты экспертизы вместе со стороной обвинения, не представляет убедительных доказательств и строит обвинение на предположениях, это может быть основанием для жалобы на действия прокурора и следователя. Защите стоит рассмотреть возможность подачи ходатайства о проверке законности действий следствия и стороны обвинения. Друзья, дело об убийстве Ирины Фарион – это сложный и многослойный процесс, в котором пока больше вопросов, чем ответов. На основании анализа судебных заседаний 25 и 26 июня 2025 года я могу сделать вывод, что версия обвинения имеет множество слабых мест, от отсутствия прямых доказательств до логических противоречий в истории о конспирации Зинченко. Защите предстоит серьезная работа, чтобы опровергнуть эти обвинения. И не нужно ждать дебатов, потому что дебаты вообще не имеют особенного правового и юридического смысла и значения. И я уверен, что у защиты есть все шансы опровергнуть обвинения стороны обвинения, если только они будут опираться на факты и нормы права. Следующее судебное заседание состоится 21 июля 2025 года. Я обязательно продолжу следить за этим делом, чтобы держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, пишите в комментариях, что вы думаете об этом деле и какие моменты вас волнуют. Вместе мы разберемся в этой истории. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!